Ребят, вот Вьетнам, замок императора, все называют королем тут его. В общем, хотел рассказать вам про женщин. Вот, в общем, жили-были короли там, первый, второй, третий, четвертый, пятый, и в результате дошли до удачного 13-го короля. И у них еще была такая традиция, они женам, что в принципе логично, не давали власть. То есть они называли их женами, но не квинами, то есть не королевами. Но 13-й король сделал ошибку трагическую. Влюбился в красивую девушку, и она ему поставила условия: либо я королевой буду, хотя бы только называться, либо, ну, типа, гуляй, Вася, в общем, так и так. И, в общем, он сделал ее королевой, и у нее было условие, не условие, а потом уже дальше, знаете, окно Овертона, знаете, по чуть-чуть. Потом ей захотелось большой вот, я уже назову не корольский, а королевский замочек. Вот. Раньше, как говорится, правитель жил где-то там, тоже, скажем так, среди сородичей в своей зоне, то есть местные сюда не приходили, но, скажем так, жил среди своих. А потом у него появился вот такой вот дворец. Вот, это была первая королева, но потом пришли французы, и в стране началась война. Ну, естественно, король был настолько, как вы поняли, мужественным, что даже не стал воевать. Вот, просто слился. Император его отслонил от власти, он стал простым человеком, ну и чтобы, наверное, не было стыдно, он, как же он будет среди простых смертных жить, он ушел куда-то в горы там, ну и дальше там история все умалчивает. Вот, про власть женщины. Видите, какой дворец отбухали все-таки, как-никак. Королева, большой дворец. Но когда пришли ребята с зубками, король куда-то слился. Вот так вот. Поэтому у меня, кстати, тоже таких есть ребят, подкаблучников. Жена хлопнула, не жена, там, не знаю, девушка хлопнула, жена хлопнула и впасть в тряпку. Ну и, в принципе, девушка тоже нельзя сильно кайф испытывать, но у нее власть, контроль. С другой стороны, мужчина мыло. Вот так вот. Так вот, 13 королей прожило, а вот один, как говорится, в семье не без рода, с багом, изменил традиции, и все, французы, и, кстати, да, дальше там уже французский стиль и все остальное. Вот так вот, ребятки. Женщин надо любить, уважать, доверять или не доверять, тоже каждый там решает, насколько, что, как. Но дали женщинам власть, и вот закончилась страна. Началась война. И даже никто не противостоял ей. Удачки, ребята, до скорого.